Это был обычный вечер в Лос-Анджелесе. Яркий закат ложился золотым светом на стеклянные фасады небоскребов, а улицы наполнялись шумом автомобилей и шагами спешащих прохожих. Камерон Уилсон, молодой технопредприниматель, только что вышел из одного из самых дорогих ресторанов города. Он был на пике славы, стартап, основанный всего 3 года назад, недавно достиг рыночной оценки в $1 миллиард. Камерон спустился по ступеням к своей новенькой Тесле, припаркованной на обочине. Он даже не заметил, как к нему подошел лохматый, неопрятный мужчина в рваной куртке и с грязным рюкзаком за спиной. Тот остановился в нескольких метрах и вдруг громко выкрикнул: «Не садись за руль, тормоза отключены». Камерон обернулся. Сначала он хотел проигнорировать это, мало ли что бормочет сумасшедший. Но что-то в голосе бездомного, резком и уверенном, зацепило его. Он застыл у водительской двери. Несколько секунд, и странное предчувствие охватило его разум. Вместо того, чтобы сесть в машину, Камерон достал телефон и вызвал эвакуатор. Когда через час автомобиль доставили на сервисную станцию, инженер осмотрел тормозную систему и побледнел. Электронный модуль тормозов действительно был отключен. Кто-то целенаправленно вмешался в пыл машины. Это была попытка убийства, замаскированная под несчастный случай. В ту же ночь началось расследование. Выяснилось, что за вмешательством стоял бывший партнер Камерона Джейкоб Харрис, уволенный год назад после громкого конфликта. Он надеялся, что смерть Камерона позволит ему вернуть контроль над компанией. Через 3 дня Камерон вновь вернулся к тому месту, где его остановил бездомный. Он нашел его, мужчину звали Грег Браун. Когда-то Грег был автослесарем и работал с новыми электромобилями, пока не потерял работу, дом и семью из-за опиоидной зависимости. Камерон не только поблагодарил Грега, он снял для него жилье, помог пройти реабилитацию, а позже предложил ему работу в своей компании в отделе безопасности. История о случайной встрече разлетелась по СМИ. Камерон вложил часть своего капитала в фонд помощи бездомным, названный именем Грега. Год спустя фонд помог более 5000 человек выбраться с улиц и начать новую жизнь. Жизнь одного человека была спасена, но изменилась судьба тысяч. Все благодаря крику, который мог показаться бредом, но стал судьбоносным поворотом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.